Глава 143. На следующий день Селянь и Хуачен вдвоем отправились в путь. Хуачен, держась за руку Селяня, сказал: «ГГ, в следующий раз, когда увидишь Цзюнь-У, не говори ему ни слова, разворачивайся и беги». Селянь с любопытством спросил: «Почему? Я просто вижу, что каждый раз, когда он обращается к тебе с поручением, ничего хорошего из этого не выходит». Селянь посмеялся: «А о чем ты? Ведь изначально он хотел поручить мне совсем другое». Хуачен возразил: «Одно и то же. Неважно, отправиться ли на гору Тунлу или же помочь ему управлять чертогами верхних небес, какое из этих поручений можно считать хорошим делом? Чертоги верхних небес рушатся в пух и прах, нужно как можно скорее оттуда бежать. Сваливать на тебя весь этот кавардак, что это за поручение такое? Ничего иного я здесь не вижу, кроме выбора — зарезать себя ножом или заколоть мечом, вот и все». Селянь не смог сдержать смех, а отсмеявшись, искренне заметил: «И все же я совершенно не ожидал, что ты вызовешься сопровождать меня на гору Тунлу». Я долго думал и все же решил, что должен сказать это. Сань Лан, ни в коем случае не нужно себя принуждать. Принцу казалось, что Хуачен сам предложил отправиться с ним потому, что знал, какие мысли гложут его. Все-таки Селянь считал, что лучше его запрут в печке и заставят вдоволь пролить чужой крови, чем он отправится решать проблемы чертогов верхних небес, в чем никогда бы не преуспел. Хуачен ответил: «ГГ, я уже не раз заверял, что ни о каком принуждении не может идти и речи». «Ты мне не веришь? Ну что ты, дело не в этом», — Хуачен кивнул. «В таком случае ГГ может быть спокоен. Я все прекрасно обдумал. Не стоит полагать, что теперь ты у меня в долгу. Раз уж партия перешла целиком на мою половину доски, я не имею ничего против того, чтобы еще до рождения нового князя демонов затолкать его обратно в недра печи. В данном вопросе у ныне существующих князей демонов и чертогов верхних небес мнения совпадали. Риса в амбаре не так уж много, каждый хочет из него прокормиться, и без того на всех не хватает, время от времени даже возникают стычки. Появление еще одного желающего получить свою долю никого не обрадует. А если этот новенький окажется безумцем да начнет буйствовать вовсю, никому и крошки не достанется». Выслушав предложение Хуачена, Цзюнь-У долго размышлял. Отправить Селяня в одиночку — вариант не лучший, чем владыке взяться за дело лично. Но окажись рядом с принцем князь демонов, который когда-то сам выбрался из горы Тунлу, пройдя через все испытания. У такого отряда шансов на успех уже больше, чем у самого Цзюнь-У. Разумеется, Хуачен не пошел бы на подобную сделку просто так. Цзюнь-У пообещал ему выполнить следующие условия: до следующего открытия горы небесные чертоги обходят призрачный город стороной. Кроме того, на все небеса следует объявить о доблестном поступке собирателя цветов под кровавым дождем и целый год воспевать его подвиг и прославлять добродетель. В воображении Селяня в итоге получалось что-то вроде: «Вы, глупые небесные чиновники, будете знать, кто вас из беды выручил». Настоящее мучение для небожителей, которые и без того испытывали к Хуачену страх и весьма смешанные чувства, будто он прошелся прямо по их лицам. Хуачен улыбнулся. «Со мной тебе будет намного проще в этом походе». Селянь вернулся из своих мыслей и произнес: «И все же мне кажется, лучше нам отправиться в путь, когда волнение демонов закончится, и ты вернешься в свой первоначальный облик. Об этом тоже нет нужды беспокоиться. Уже скоро». Селянь на миг замер. «А что такое?» «ГГ, что с твоим лицом? Значит, Сань Лан скоро вырастет», — Хуачен завел руки за спину. «Ага. Я очень долго терпел, скоро уже не смогу». Как вдруг, к неожиданности Хуачена, Селянь подхватил его на руки и поднял высоко-высоко. «Вот какая жалость! Когда ты вырастешь, я не смогу носить тебя на руках. Нужно наобниматься вдоволь, пока ты маленький, ха-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 ха, попасть на гору Тунлу при помощи сжатия тысячи ли невозможно, остается идти пешком.
Спустя несколько десятков дней они, наконец, окончательно покинули населенную людьми местность и погрузились в горы, покрытые густыми зелеными лесами, которым не видно конца и края. Чем глубже в лес уводила их дорога, тем чаще по пути попадалась всяческая нечисть, тем плотнее становились группы демонов всевозможных видов и форм. Они передвигались тайком, второпях. Селянь вел Хуачена за руку. «Их так много», — прошептал принц. Хуачен ответил, в этот раз демонов собралось действительно больше, чем раньше. Поскольку чертоги верхних небес не смогли удержать волну, явились многие из тех, кто изначально не собирался на гору. К тому же были не только одиночки, но и целые отряды. Спустя еще некоторое время пути Селянь наткнулся на большую группу потрепанных демонов со свирепыми мордами. Построившись рядами, они шли и выкрикивали: «Небо и земля есть печь, все живое есть медь, средь глубоких вод и жара огня родятся неисчислимые бедствия, небо и земля есть печь, все живое есть медь, средь глубоких вод и жара огня родятся неисчислимые бедствия». Судя по тону криков, они не только ничего не страшились, но даже наоборот, были весьма воодушевлены. От этих лозунгов выражение лица Хуачена похолодело. Не понимают смысла, а орут усерднее иных. Видимо, толпы нечисти, которая ни разу не бывала здесь, совершенно не ведали, какие жестокие испытания ждут на горе Тунлу. Преисполнившись героической решимости, они считали, будто стать непревзойденными проще простого, что причиняло недовольство тому, кто уже побывал в страшном месте. Селянь спросил, и в такие отряды можно объединяться. Подобные этим завязали знакомства уже давно и решили прорваться на гору вместе, договорившись, что сохранят жизни друг другу. Но никаким обещаниям верить нельзя. Ведь в самом конце один лишний убитый — это еще частичка силы, а каждый, кого пощадил, потерянный шанс на выживание. Проще же всего убивать, конечно, тех, кто ближе и тебе доверяет. Он вдруг нахмурился и схватился за правый глаз, словно опять разболелась голова. Селянь поспешно взял Хуачена на руки и отнес в заросли леса в стороне от дороги. Присев на корточки перед ним, принц с беспокойством спросил: «Сань Лан, мы скоро переступим границу горы, ты уверен, что будешь в порядке?» Брови Хуачена слегка разгладились, он сказал: «ГГ, не волнуйся, все нормально. Скоро полегчает». Но разве Селянь мог так просто успокоиться? Хуачен добавил: «ГГ, наклонись ближе, я хочу тебе кое-что сказать». Селянь не понял, что происходит, но все равно подчинился. Тогда Хуачен обхватил его лицо ладошками и легонько соприкоснулся лбами. Селянь поморгал и застыл. Когда Хуачен снова отстранился, принц произнес: «Сань Лан, ты?» Тот улыбнулся в ответ. «Готово. Кругом одни демоны, а ГГ — небесное божество. Твоя аура здесь будет очень приметна, а так мы можем ее немного спрятать». Выходит, таким образом Хуачен окружил Селяня своей аурой. Это заставило принца невольно вспомнить процесс передачи воздуха и магической силы, которым они занимались прежде. Испугавшись, что Хуачен тоже вспомнит об этом и снова начнет расспрашивать, Селянь быстро ответил: «Хорошо. Теперь давай замаскируемся». Чтобы затеряться в толпе демонов, разумеется, понадобится небольшая маскировка. Но на самом деле принц лишь накинул плащ с капюшоном. Ведь немалое количество нечисти любит носить маски и плащи, поэтому так Селянь не будет выделяться. Закончив с простым переодеванием, принц взял Хуачена за руку и неторопливо отправился дальше. Они прошли еще немного, когда услышали впереди невнятный галдеж. Не зная, что там случилось, Селянь спросил: «А нет ли здесь каких-нибудь ориентиров, по которым можно понять, что мы уже находимся в пределах горы Тунлу?» «Есть. Но им нельзя доверять». Селянь хотел было продолжить расспросы, но галдеж впереди становился все громче. Выйдя из леса, они увидели огромную толпу нечисти, как минимум 300-400 голов, что собралась у отвесной скалы. Однако то была лишь крошечная часть от всех, кто отправился на гору. Почему путь закрыт? Неужели мы ошиблись, дорогой? Быть не может. Ведь говорили, что на гору Тунлу можно попасть по любой тропе. Возможно,
по той причине, что они пока не пересекли границу горы Тунлу, смертоубийство не началось по-настоящему, и сейчас демоны вели себя друг с другом относительно спокойно. Селянь обратился к первому попавшемуся демону. «Скажите, пожалуйста, что там случилось впереди?» Демон пропищал. «У тебя что, глаз нет? Сам не видишь? Скала заслонила путь, не пройти». Селянь пригляделся к демону и увидел, что у того отсутствует половина головы. Вот уж у кого действительно глаз нет. Но принц не стал делать замечаний, только спросил еще, и что же, ее нельзя обойти, как вдруг из-за поворота выбежали несколько демонов. Свесив на бок языки, они забранились: «Мать твою, что за чертова гора!» Я бежал больше часа, а конца ей так и не увидел. Пришлось еще столько же бежать обратно, другие демоны повернулись к селяню. «Нельзя». Селянь не сдавался, а перелезть или перелететь через нее тоже не выйдет, только он это сказал, и с небес со свистом сверзилась огромная птица, одна только голова размером в 7 чи. Она с громким «бум» ударилась о землю и сразу испустила дух. Раздался крик: «Какая безвременная кончина!» Птица-оборотень, и та умерла от усталости, а перелететь скалу не смогла. Демоны вновь повернулись к селяню. Не выйдет, но тот опять заговорил. А не получится ли? Принц еще не закончил, как все вокруг на него зашикали, явно желая поскорее заткнуть ему рот. Хватит спрашивать. Вот ведь мастер накаркать, селянь. Ну ладно. Путь нескольким сотням демонов оказался закрыт высокой отвесной стеной, которую никак не обогнуть, не перемахнуть и не перелететь. Загудел разноголосый гомон, непрерывный и шумный. Кто-то закричал: «Я понял. Это не простая скала, а заслон». Кто-то подхватил: «Послушайте, за преградой наверняка начинается гора Тунлу. Должно быть, это первое испытание перед тем, как попасть туда. Если уж не сможем пройти столь простой рубеж, о дальнейшем и думать нечего, лучше сразу разойтись». «Подождите, чего ждать?» Кто-то с сомнением сказал. «Почему я чувствую странный запах?» «Какой запах?» «Наверное, мертвечина, которую ты взял с собой в дорогу подкрепиться, протухла». «Нет, нет. Это не мертвечина, а живой человек». «Нет, нет, нет, опять не то. Похоже на...» Так пахнут небесные чиновники. Этот возглас стал камнем, от которого разошлись тысячи волн. Демоны заголосили: «Что? Поменьше неси чепухи. Откуда здесь взяться небесному чиновнику? А, постойте. Кажется, я тоже чувствую, а я почему нет? Вот вы об этом заговорили, и я, кажется, тоже. Неужели в наши ряды затесался небожитель? Да быть того не может. Какой небесный чин настолько смел, чтобы явиться в подобное место?» Всего несколько фраз, и толпа взорвалась подобно кипящему маслу в котле. Сердце селяня слегка сжалось, однако на лице не дрогнул ни один мускул. Но ведь Хуачен помог ему скрыть ауру божества, откуда мог появиться запах? Должно быть, дело вовсе не в том, что кто-то заметил его истинную суть. Хуачен сжал ладонь принца и прошептал: «ГГ, будь осторожен. Какая-то тварь мутит воду, намеренно создает суматоху». Селянь ответил: «Также вполне возможно, что помимо меня сюда действительно проник еще кто-то из небесных чиновников». Внезапно демон, который первым заявил, что учуял запах живого существа, запрыгнул на большой камень и воскликнул: «Послушайте. А может, проклятые чиновники небесных чертогов не смогли задержать нас по дороге, вот и послали своего на гору Тунлу портить нам праздник? Предлагаю всем, кто в масках, плащах и под слоями одежд, все с себя снять. Таким образом мы сразу узнаем, от кого исходит божественное сияние. Всем по очереди назвать себя. Не дадим врагу малейшего шанса затеряться в наших рядах». Толпа ответила согласием, и Димон продолжил: «Я буду первым. Мое имя — отнимающий жизни демон острого лезвия, оборотень, получившийся из сабли палача, которую использовали для отрубания голов. Чтобы отсечь кому-то голову, мне никогда не требовалось больше одного удара. По личному опыту селяня, как правило, чем больше неприкрытого хвастовства звучало в прозвище, к примеру, попадались слова вроде «не имеющий равных», «тысячерукий», «непобедимый», «отнимающий жизни», тем проще было от таких крикунов избавиться.
всегда хватало одного удара, а иногда в один прием удавалось уничтожить сразу троих. Далее в разнобой послышалось несколько сотен прозвищ, и принц, слушая их, только качал головой. Как вдруг кто-то рядом толкнул принца локтем и спросил: «Эй, а ты чего не снимаешь плащ?» «Ты что, тварь?» Никакого умышленного презрения в таком обращении не было, ведь если это не человек, стало быть, назвать его тварью вполне приемлемо. На самом деле, немало других демонов отказались снимать плащи и маски, рядом с селянем как раз стоял один такой, он глядел на них, скрестив руки на груди. Вот только принца все-таки спросили первым, и когда все вокруг обратили к нему взгляды, пришлось признать собственное невезение. Селянь неторопливо стянул плащ и мягко произнес: «Я мастер марионеток». Толпа тут же его окружила. «Вот оно как! То-то смотрю, ты похож на человека». Впервые вижу мастера марионеток. Селянь молча улыбался. Мастера марионеток — это нечисть с очень слабой темной ци. Для изготовления идеальной марионетки им приходится пробовать разнообразные материалы, поэтому они нередко оказываются перепачканы всевозможной аурой. А из-за пристрастия к использованию человеческой кожи от них всегда исходит сильный запах людского духа. Мечта любого мастера марионеток — добыть волосы с головы небожителя и сделать своей кукле парик. Некоторые, преисполнившись дерзости, на самом деле предпринимали подобные попытки, поэтому и аура небожителя вокруг мастера марионеток не являлась чем-то из ряда вон выходящим. Кто-то спросил: «А где же твоя кукла?» Селянь посмотрел налево и направо, затем склонился и поднял на руки Хуачена. Демоны хором изумились: «Го! Какая искусная работа, что это за материал?» ТЦ, сделан как живой. Наверняка он очень сильный соперник, да где же как живой? Мне кажется, выглядит немного фальшиво, кожа уж больно белая. И вообще, почему у ребенка такие длинные ресницы? Хуачен сидел, скрестив руки на груди и без всякого выражения на лице, но многие демоницы все равно были поражены им в самое сердце, которое уже давно не билось. «Я сейчас умру». «Какая красивая кукла, мастер, вы принимаете заказы. Могу я попросить сделать для меня такого же? О цене договоримся». Некоторые даже не смогли удержаться и потянулись руками, чтобы потрогать куклу. Но Селянь тут же прижал Хуачена к себе. Демоны зашипели: «Вот ведь жадина! Так дорожит своим сокровищем, что даже потрогать не дает». Селянь прижал Хуачена одной рукой еще крепче, а другой погладил по волосам. «Конечно, это ведь моя кукла. К тому же характер у него не сахар, и кроме меня никто не может к нему прикасаться. Иначе он начинает сердиться». Хуачен в объятиях принца приподнял бровь, и толпа захохотала: «Ой! Он даже бровью играет. Важничает, чудеса!» Неожиданно послышался чей-то голос: «А мне что-то так не кажется».